Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас 2 августа 2021 года. Мы собираем инжир. Правда, мы уже собираем 8-й день, очень активно. Они такие красивые, поспевают. Ну и рядышком с этими плодами, видите, зеленые. Они растут. Ну а кончики, помните, мы кончики обрезали в середине июля? И вот они начинают там потихонечку нарастать. Но самое главное, когда мы обрезали, все питательные вещества пошли плодам, вот этим красавцам. Вот, это тоже мягкий. И сейчас наша задача собирать. Что я хочу сказать еще раз, что мы говорили о том, что нужно обязательно и подкормки делать, и мы эти подкормочки делаем. Ой, замечательные, смотрите, какие крупные. Вот. Обычно мы уже вот это первый урожай, второй вот это зелененький, мы обычно вот этот урожай собирали 15 июня. И я с 15 июня начинали до конца месяца, и я в начале июля, там благоприятный период, я, естественно, вот эти плоды, собрав, затем обрезала веточки. В этом году у нас совсем другая ситуация. Был холодный июнь, дождь, корни не прогревались, плоды как стояли на одном месте, так и стояли. Поэтому нам пришлось проводить вместе с гранатами обработки. И сейчас я вам покажу эти обработки. Микроминералис, жидкие удобрения. А вот здесь у меня любимые удобрения, которые я использую на инжир и на гранат. Но, естественно, для огорода, для сада очень активно использую. Это микроминералис и это жидкие органические удобрения, которые создаются по современным технологиям без кислот. Это очень важно. Так вот, я себе записи такие сделала. 5 июня я вот сделала вот такую и защитную, и подкормочную процедуру. 5 июня 9 литров воды, гаупсин дала, потому что было в июне как раз дожди и прохладно. И плюс 15 миллилитров бора. Сейчас покажу, вот какой бор. Не борная кислота, а именно бор. Это две большие разницы. Хотя, если бы не было бора, можно было бы и борную кислоту использовать. Но без гаупсина тогда, потому что гаупсин это биофунгицид. Так вот, 15 миллилитров бора. И фосфор калий я обязательно использую. Вот, фосфор калий, это же фирма. Я просто уже много лет им пользуюсь. Вот смотрите, фосфор калий, тоже 15 миллилитров. И сюда же добавила тестолип. Тестолип это биоприлипатель. Вот он у меня. Я его с погреба просто достала. Сейчас еще влажность такая. А здесь жарко на улице. Вот. Тестолип. И вот это все вместе перемешала. И обработали мы наши гранаты. После этого вдруг стали не опадать листики. Тогда, ну вот дождь шел все время, мы никаких больше обработок не делали. И 8 июля я себе, видите, снова выписку сделала, четко все веду учет. Есть дневник. 8 июля я уже взяла 10 литров воды, это уже жара начиналась, мы увидели, что бабочка летает на инжире. Естественно, вредителей много, может и на гранаты напасть. Поэтому мы взяли Скарада М, вот два вида Скарада М. В погребе, видите, какая влажность. Вот, именно плодово-ягодные. И еще вот эти, вот это, Скарада М, картофель. Здесь два вида биопомощников, которые справляются с всякими вредителями. Естественно, еще добавила 15 миллилитров бора. И добавила 15 миллилитров, повторила вот это, считайте, почти чуть-чуть больше месяца, и тестолип. Повторила эту обработку, мои цветочки начали завязывать плоды и практически уже не опадали. И 9 июля, когда я обрабатывала весь огород кальцием, вот он, где у меня кальций, вот кальций, снова же это фирма, снова же это органика, это нано удобрения, жидкие, органические. Так вот, 15 миллилитров кальция и обрабатывала все растения. И вот этим раствором тоже обработала. Это у нас морозостойкий инжир. Видите, плодики маленькие и даже деформированные от этой жары. А, это у нас град был. Да, вот это вот результат. Маленькие были. Но в любом случае их надо поливать и очень активно поливать. И мы это делаем в обязательном порядке. Без полива.
плоды не будут наливаться и не будут расти. Ну и само растение не будет расти и готовиться к зимовке. Вокруг самого растения сделаны вот такие углубления, ямы, в которые заливается теплая вода. Вода должна быть обязательно теплая. Кстати, когда холодная вода, один раз я делала, тоже осыпаются плоды и гниют. И растение болеет. Теплая вода, которая прогрета, вот хорошо на солнце. Этим подкормочкам, которые мы делали, мы имеем вот такой урожай. Смотрите, какая красота. И тут же вот молоденький формируется. Это еще урожай будет до конца этого года. Осенью, вот смотрите, одни настоящие лампочки. Такого крупного еще не было. Но я хочу еще сразу сказать, я вам показывала, да, что мы обрабатывали скорадо, мы обрабатывали, вот так их убираем. Вот, мы обрабатывали обязательно вот эти два вида скорадо, и они нам помогли, вот наши плоды остались целые. Вот смотрите, они красивые, целые. Чуть-чуть вот это ветер, наверное, механическая какая-то погрешность. Но вот смотрите, они не повреждены, потому что у нас знакомые, они говорят, что вы делаете, чтобы сохранить вот эти плоды целыми. У них инжирная огневка, буквально и листья все уничтожила. А вот они, сейчас покажу листочек, вот это, видимо, было, видите, вот это дырочки, вот эта огневка как раз начиналась, я увидела несколько листьев. И мы сделали раствор и провели обработку. И, естественно, вот такие хорошие, красивые плоды, здоровые, они внутри очень вкусные. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, красавцы, спелые уже. Вот эти плоды очень вкусные. И вот они благодаря тому выросли у нас, потому что мы их обрабатывали против вредителей. Биоинсектициды, это не химия. Вот, еще вот этот спелый, а это оставляем, эти еще нет. И сейчас они поспевают, а вот эти, которые остаются, вот здесь вот тоже хорошо видно, вот сюда, вот плоды одновременно. И такие, впервые в истории у нас вот такая вот история. Видите, маленький. И собираю уже большой. Вот, лампочка такая. Этот еще нет. Еще чуть-чуть побудет. Я их пробую. Если мягкие, тогда собираю. Вот смотрите, еще молодые растут. И, кстати, нужно, смотрю, что нужно обработать будет. Да, надо будет обработать. Хотя здесь, видимо, в молодости какой-то вредитель повредил. Значит, нужно будет обязательно еще обработку и подкормку фосфор-калий. Это позволит нам дать, сейчас соберем этот урожай, и позволит нам молодежь выкинуть и еще собрать до конца сезона хороший урожай. Вот смотрите, как красиво они сочетаются, да? Вот, листья собираю, вот так вот, в разных сторонах. Здесь и молодежь, вот видите, как хорошо их видно. И здесь уже взрослые одновременно созревают. Конечно, впервые такое в истории нашей, но вот мы вам показали и рассказали, что мы делаем для того, чтобы у нас созрел инжир. В этом году необычный урожай, одновременно все созревает, и очень хороший урожай уже аж 2 августа 2021 года. Вот пока мы собирали, из всех плодов мы нашли вот один, где был поражен вот инжирная огневка, видите? Вот это плод, если бы мы не обрабатывали, были бы все вот такие испорченные плоды. Ну, естественно, все листья были бы в дырочку, дырявые, как занавеска. Ну, вот такая вот здесь просто, видимо, не достала. Ну, вот, нет, видимо, все-таки тут погибла. Да, она погибла в начальной стадии, потому что дальше нету развития. Мы собрали урожай с Александром Федоровичем. Тяжелые миски, он тяжелый, оказывается. Вот, и на этом мы завершаем наш показ об инжире. Мы рассказали вам о том, как особенно в этом году у нас растет инжир, какие особые были подкормки, как мы продолжаем поливать и ухаживать за инжиром для того, чтобы получать вот такой замечательный урожай. Вот сегодня уже на переработку пойдет, а вот у нас мисочка почти такая была каждый день, уже больше недели. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Позитивных, хороших. Желаем вам хорошего урожая, здоровых растений и замечательного настроения. Естественно, в крепком здравии. Пока-пока.